Добрый день, дорогие друзья! Перед тем, как приступить к практическим упражнениям, для того, чтобы научиться петь легко и свободно, давайте пройдем небольшой курс теории. Что такое пение? Что такое вокализация? И что такое голосовой аппарат? Пение – это психофизиологический процесс. Наш голосовой аппарат состоит из мышц и резонаторов. Это целая система, которая управляется центром в нашем головном мозге. Поэтому сделаем логический вывод. Чем мы с вами поем? Мы с вами поем мозгом. Очень важно научиться управлять своими мыслями, своими эмоциями, своими мышцами и своим дыханием. Для этого мы с вами включим нашу фантазию и представим наш голосовой аппарат как многоквартирный дом с фундаментом в очень важной мышце, которая называется диафрагма. Она располагается в районе солнечного сплетения над желудком и крепится к нашему позвоночнику. На этой мышце, которая является куполовидной мышцей, лежат наши с вами легкие. Благодаря этой мышце мы с вами дышим, вдыхаем, выдыхаем и даже будете смеяться, икаем. Эта мышца помогает удалить лишний воздух из нашего желудка. Мы вам дадим правильные упражнения для установки верного дыхания. Обратите внимание, я тщательно подбирала слово, чтобы не сказать «поставить дыхание». Почему «поставить» избегаю слова? Потому что очень важно понять, что в свободном пении должно быть свободное тело. В свободном теле свободный звук. И уж поскольку мы с вами договорились, что мы с вами поем мозгом, то и мозг должен быть свободен от каких-либо других обязательств и сосредоточен только на вокализации. Я вас уверяю, если вы будете стоять и думать, выключили вы дома утюг или нет, или придет ваша девушка на свидание сегодня, или не придет, ничего хорошего из ваших вокальных занятий не получится. Занимайтесь вокалом тогда, когда у вас есть для этого время, желание и возможность, когда вы свободны, раскованы и все у вас получится. Итак, начнем с дыхательных упражнений. Перед тем, как заняться разогревом нашего голосового аппарата, обязательно нужно раскрепостить наш речевой аппарат. Это очень важно, потому что мы не пользуемся всеми мышцами в жизни и в речи так, как это нужно при вокализации. Сейчас займемся тем, что Женя вам покажет, какие упражнения нужно сделать для того, чтобы растащить, растянуть наши певческие мышцы. В первую очередь нам нужна, Женечка, свободная нижняя челюсть. Все думают, что это так просто. Это не очень просто. Но дети любят вот какое упражнение. У каждого человека физиологически 4 пальца без большого входят в рот. Это выглядит немножко смешно и наивно, но если вы сделаете этот тест на свою артикуляцию, на свой певческий раструб, вы увидите, насколько у вас не растянуты мышцы нижней челюсти. У каждого человека 4 пальца, согнутые в средней фаланге, входят в рот до косточек. Попробуйте, Жень. Еще можно немножко. Отлично.
Очень любят это упражнение маленькие дети, маленькие начинающие певцы. Итак, после того, как вы почувствовали, что ваши мышцы, насколько они растянуты, поработайте нижней челюстью. Пускай она пощелкает, не бойтесь. Да. При этом челюсть начинается у нас не от подбородка, а вот от ушей, от мочек ушей. Да. Попробуйте подвигать челюстью в разные стороны. Вот, это правильное движение, да. Причем это должно быть ваше желание. Управляйте. Так, отлично. Следующее упражнение будет на самую важную мышцу, которая есть у нас с вами в нашем речевом аппарате. Эта мышца называется язык. Женя, вы умеете язык собирать в трубочку? Отлично. А подвигать вперед и назад? Да. Постарайтесь вытягивать язык насколько можно дальше. Да, растягивайте мышцы языка. Это важно, это наша дикция. Делать это нужно перед зеркалом обязательно, чтобы вы могли контролировать свои движения. Женечка, попробуйте мне высунуть язык и достать языком подбородка. Да, тяните хорошенечко. А теперь достаньте кончик носа свой. Вот, тащите. Выше. Это надо перед зеркалом, да. Упражняйте. Теперь вниз, вверх, в стороны. Насколько быстро может? Да. Вот, управляйте своим языком. Отличная техника. Замечательно для дикции. Это будет очень хорошо. Теперь постарайтесь, Женечка, хорошо зевнуть. Зевнуть хорошо. Язык положить лопаточкой вниз. Вот это певческая позиция. И при этом еще улыбнуться. Свободно, естественно, да, достать зубки. Вот такой певческий раструб нужен нам для вокализации. Поработайте над этим обязательно перед зеркалом. Это очень важно. Приготовьте свой речевой аппарат для пения. Самое главное, с чего мы с вами начнем наше занятие, это мы научимся с вами правильно дышать. При пении мы с вами дышим не так, как дышим в жизни. При пении мы должны дышать таким дыханием, которое у нас работает, когда мы с вами спим. Это называется полное абдоминальное или межреберное дыхание, брюшное. Это дыхание, к сожалению, утрачивают девушки после пубертатного периода. И очень важно проследить, почему передо мной сейчас стоит Женечка. Мы на ней покажем, она нам расскажет и покажет, как она дышит, для того, чтобы правильно петь. Жень, представьте, что вы собираетесь нырять глубоко, и у вас сзади, за вашей спиной, акваланги. Наберите, пожалуйста, чем хотите, носом, ртом, полные акваланги воздуха. Попробуйте. Еще разочек. Вот посмотрите, если мы Женю поставим боком, она психологически набирает полные легкие воздуха якобы в спину, а воздух набирается во все легкие. Еще разочек, Женечка. Не поднимая плеч, не задирая грудины, еще разочек. А можно ртом, чтобы это было много. Отлично. Я хочу, чтобы все увидели, как работает это место. Еще разочек. Да. И выдыхаем спокойно, набираем. Вот представьте, что вы спите. Спокойно дышите, чтобы все видели, что у нас работает брюшная полость при дыхании. Это называется полное абдоминальное дыхание. Если мы не овладеем этим дыханием, мы с вами петь не сможем. Дыхания бывают разные. Абдоминальное, грудное,
короткая ключичная и до вдох носом. Это технически, если вам нужно допеть фразу, чтобы никто не слышал, вы добираете носом, не меняя артикуляции. Мы к этому обязательно придем, но это важно. Для того, чтобы почувствовать, правильно вы дышите или нет, положите, пожалуйста, ваши руки на ваши ребра. Да, ухватите их спокойно, плавненько. Женечка, подышите так, чтобы ваши ребра вместе с легкими, ребра защищают все наши легкие, мы с вами не плоские, мы с вами объемные. И там, где у нас с вами ребра, там находятся наши с вами легкие, которые основа нашего хорошего пения, хорошего вдоха. Вдохните, пожалуйста, так, чтобы все увидели, насколько расширяются наши ребра при правильном вдохе. И, да, контролируйте. Попробуйте подышать не только носом, но и ртом. Потому что носом вы не так много захватываете воздуха при пении. Если нам нужна будет хорошая атака воздушная, нам придется захватить. Так же, как мы с вами, не думая, идем мы или потом побежали, стали дышать быстрее, захватывать. Когда нужно больше кислорода, больше воздуха, мы с вами захватываем ртом. Отлично. Спасибо, Женечка. Очень хорошее упражнение. Проследить, ваше абдоминальное дыхание работает или нет, это можно посмотреть, лежа дома на коврике. Итак, для того, чтобы проследить, правильно вы дышите или нет, очень удобно лечь на коврик, расслабиться и постараться подышать. Можно на живот положить любую книжку, не совсем легкую, не совсем тяжелую, так, чтобы вам было комфортно, и проследить, поднимается у вас книжка при дыхании или нет. Жень, давайте посмотрим, поднимается у вас книжка при дыхании? Дышите спокойно, не нарочито, сделайте свое дыхание естественным. Попробуйте подышать ртом, проконтролируйте его. Спокойно выдыхаете, да? Обратите, друзья, внимание на то, чтобы ваш живот поднимался и опускался. Это очень важно. Очень важно раздуть, продуть свой голосовой аппарат, поскольку мы с вами будем считать, что духовой инструмент. Есть воздух, есть звук, есть свобода в теле и в мышцах, есть свобода звука. Сейчас Женя нам покажет упражнение, которое снимает волнение перед концертом, что очень важно, дает возможность раздышаться перед занятиями вокалом. Итак, постарайтесь ртом или носом, так как вам удобно, лучше ртом, чтобы это было полное дыхание, развернуть свой вдох вместе с руками, зевнуть хорошенечко, набрать полные легкие воздуха и резко выдохнуть шумом. Попробуйте, Жень. Это упражнение нужно делать столько раз, сколько вам будет нужно для того, чтобы закружилась голова. То, что у вас начнет кружиться голова, ничего страшного в этом нет. Просто большое количество воздуха напрямую попадает в ваш мозг. Это упражнение поможет нам с вами найти точку опоры для нашего звука. Это будет фундамент, основа дома многоквартирного, который мы с вами будем строить для вокализации.
Женечка, наберите, пожалуйста, полные легкие воздуха вместе со щеками. И потолкайте силой внутрь себя, не из себя, не выдавайте воздух, как шарик, не, а наоборот в себя. Вот, толкайте. Отлично. Да, с усилием. Жень, а мы можем попросить вас поднять майку для того, чтобы все увидели точку работы диафрагмы? Набрали. Толкаем. В себя, в себя, в себя, в себя. Отлично. Вот. И я слышу, как сзади у Жени работают мышцы диафрагмы, она крепится у нас с вами к позвоночнику. Вот это упражнение позволит вам укреплять основную мышцу, которая называется диафрагма, на которой будет стоять наш с вами звук. После того, как мы с вами нашли опору нашего звука и научились управлять, почувствовали нашу основную мышцу диафрагмы, давайте попробуем поработать над мелкой моторикой этой мышцы. Она нам поможет зарождать вибрато в нашем голосе и поможет петь произведение в быстром темпе. Женечка, попробуйте, пожалуйста, в эту точку привести такой звук. Добивайте до конца, да. Еще разочек. И начинайте потихоньку ускорять. Угу. Нет, не переходите верхнюю долю, пожалуйста, добивайте. Не ленитесь, друзья. Работайте в точку диафрагмы. Только вдохом. Хорошее упражнение? Отлично. Отличное упражнение.